Когда глядишь со стороны, как все дары поделены, нельзя не рассердиться. Тех, кто получше, гнет нужда, а богатеют без труда невежды и тупицы. Роберт Бернс. Приветствую вас на канале Bizarre World, меня зовут Макс. Странам редко удается сохранить свое богатство в течение многих столетий. Либо они живут в нищете, а потом по какой-то причине богатеют, что случается крайне редко. Либо, что уже случается чаще, до зависти богатые, а уже через какое-то время из-за ошибок, коррупции, глупости, либо в силу других причин приходят в упадок и становятся нищими. Нам становится сложно поверить, что когда-то эти страны были безумно богаты и не знали нужды. Как раз сегодня я вам и расскажу о нескольких бедных странах, которые когда-то были чуть ли не самыми богатыми в регионе, да что там, даже в мире, а теперь находятся в нижней части списка по уровню жизни. Начнем мы с Мали. Мали – одна из самых бедных стран на планете. С ВВП на душу населения всего $926. Для сравнения, в России этот показатель составляет $11 326. Эта страна входит в список 47 стран наименее развитых, составленный ООН, и большая часть ее населения занята в аграрной сфере, для того, чтобы просто выжить. Но 700 лет назад это было совершенно другое государство. В центре известной империи Мали, одной из крупнейших, богатейших стран в Африке, занимающей около 1 100 000 квадратных километров территории. При правителе Манси Муса I в начале XIV века Мали достигла пика могущества и производила огромное количество золота. Его было так много, что империя производила более половины золота всего мира, которым торговали купцы из Египта, Персии, Генуи, Венеции. Столица империи Тимбукту некогда была одной из лучших центров образования мира, культуры, торговли, наравне с лучшими городами Европы. Однако после 16 века, когда могущество империи угасло и приплыли первые европейские колонисты, страна медленно начала угасать, и сегодняшнее Мали связывает с государством XIV века только название. Индия. ВВП Индии на душу населения составляет около $7000. Конечно, это не так печально, как Мали, но тоже достаточно мало. И несмотря на то, что за несколько лет второго десятилетия 21 века было много сделано для искоренения нищеты, сотни миллионов индусов продолжают ютиться в лачугах и не имеют даже минимального набора благ, доступного европейцам. Однако в 16-18 веках Индия не была такой нищей страной. В те времена почти весь индийский субконтинент занимала империя великих моголов, которая была такой богатой, что на нее приходилось примерно 25% мирового ВВП того времени. Для сравнения, у современных могучих США процент мирового ВВП составляет также около 25%. Жизнь простых людей, не говоря уже о купцах и высших сословиях, была даже лучше, чем в Англии того времени, где на секундочку уровень жизни был лучшим в Европе. Однако из-за внутренних конфликтов, по большей части из-за борьбы за власть мелких князей и религиозных вопросов, страна к концу 18 века пришла в упадок и потихоньку была захвачена Великобританией к середине 19 века. Империя великих моголов не выдержала натиска промышленной мощи как в конкурентной борьбе, так и в военном искусстве. И будучи к тому моменту уже глубоко отсталой в плане технологического прогресса державой, продолжила влачить бедное существование вплоть до сегодняшнего дня. Ирак. Сложно представить, что такая страна, как Ирак, с ВВП на душу населения всего лишь порядка $6000 и разрушенная несколькими войнами,
постоянными террористическими актами и коррумпированными политиками, когда-то была богатой и процветающей. В 60-70-х годах Ирак, благодаря богатым месторождениям нефти и газа, а также нефтяного кризиса 1973 года, когда цены на углеводороды взлетели в космос, стал богатой и развитой страной, превосходящей по уровню жизни почти все страны в регионе. В Ираке была развита инфраструктура, большие средства выделялись на социальные программы, страна славилась стабильностью и безопасностью. Но после прихода к власти Саддама Хусейна в 1979 году и войны с Ираном, успешно строившаяся 2 десятилетия экономика полетела в тартарары. Усугубили падение и тотальная коррупция, а также значительное снижение цен на углеводороды. К началу 90-х годов ВВП на душу населения уже составлял менее $1000. Чтобы решить проблемы, Саддам Хусейн решил оккупировать Кувейт в 90-х годах, что в свою очередь уже привело к войне в Персидском заливе, принесшей еще большее разрушение и санкции со всего западного мира. Еще один удар был нанесен по Ираку после начала войны в 2003 году, когда страну ввела войска коалиция во главе с США, прикрываясь тем, что правительство использовало химическое оружие. США хотела лишь установить контроль над нефтеперерабатывающей промышленностью. Когда война же закончилась в 2011 году, Ирак стал потихоньку восстанавливаться, однако последовала новая война, которая не заканчивается до сих пор. Большинство населения живет в нищете, голодает и регулярно подвергается атакам террористов. Зимбабве. Что вам приходит на ум при упоминании Зимбабве? И, конечно же, тотальная нищета. Десятки нулей на банкнотах, тележка денег, чтобы купить хлеб и подобные привычные для многих стран Африки атрибуты. ВВП на душу населения не дотягивает и $2000. Но в 80-х годах Зимбабве, тогда еще Родезия, была на подъеме и считалась одной из самых богатых стран в регионе и на всем континенте, благодаря богатым природным ресурсам и хорошо развитому сельскохозяйственному сектору, кормившему не только государство, но и ее соседей. Однако уже в 90-х годах положение страны начало ухудшаться из-за смены правительства и прихода к власти чернокожего большинства. В 2000 году правительство президента Роберта Мугабе решило, что хватит белым править черными, и начала, вопреки любым правовым нормам, захватывать фермы белого населения, при этом убивая многих фермеров. Те, кому повезло, просто были выгнаны из страны. Однако новое правительство не учло, что чернокожее население, пришедшее на место белых фермеров, не имело ни навыков, ни опыта в сельском хозяйстве, и за короткое время процветающие плантации превратились в заросшие сорняками поля. А война с Конго окончательно добила экономику Зимбабве. В 2003 году в стране началась гиперинфляция, которая достигла пика к 2008 году. Составляла 231 миллион процентов. После свержения Мугабе в стране начались экономические реформы, которые позволили повысить ВВП, привести инфляцию к более-менее нормальным значениям и поднять уровень жизни. Но пока что Зимбабве до сих пор остается блеклой тенью некогда одной из самых богатых стран Африки. Куба. Десятилетия неграмотного управления, а также жесткие санкции со стороны США превратили некогда процветающее государство в страну трущоб, где у многих людей нет даже центрального водопровода. На сегодня ВВП Кубы не дотягивает до $8000, а среднемесячная зарплата составляет порядка $30. До того, как Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году, Куба была одной из самых развитых стран Карибского бассейна, с одной из самых высоких ВВП на душу населения Северной и Южной Америки. В те времена Куба была второй страной по количеству автомобилей и телефонов на душу населения в регионе. Это как если бы сейчас люди на острове Свободы были вторыми по количеству суперкомпьютеров и электрокаров.
romper los cueros, suenan los tambores, llegó la hora por... Но, к сожалению, при Фиделе Кастро Куба была раем только для богатых. И в 50-х годах неравенство в доходах достигло критического значения. Также из-за легализации азартных игр процветала организованная преступность, наркоторговля и другие прелести тогдашнего режима, который репрессировал любых инакомыслящих. После Кубинской революции началось постепенное падение ВВП, однако с помощью СССР экономика вновь поднялась и достигла своего пика в начале 90-х. Но когда СССР развалился, Куба достаточно быстро также скатилась с одной из лучших для жизни стран в регионе в общее для Карибского бассейна состояние – бедное. Что тут сказать? Такова жизнь. Сегодня ты на коне, завтра с голой. Ну да ладно, думаю, вы поняли, о чем я. В любом случае, такие взлеты и падения, конечно же, откладываются у людей в памяти. Как, например, у нас ныне вспоминают период бурного развития страны при СССР, так и в других странах были взлеты и падения. Кто знает, какая из стран в будущем станет богатой, а какая скатится в нищету. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Bizarre World, оставляйте ваши комментарии под видео. А у меня на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.